Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 29 марта. Обращаем внимание, что сегодня у нас с вами пятница, последний день этого месяца. Но, к сожалению, сегодня крайне тяжелый день. Поэтому обязательно скажите эти слова у окна для того, чтобы никакие неприятности, никакие проблемы не пришли в вашу жизнь и ваш дом. Об этих словах мы поговорим чуточку далее. А прямо сейчас ставьте, друзья, лайк этому видео, в комментарии напишите следующую волшебную фразу, которая и отображает именно сегодняшний день. Сегодня я, ваше полное имя, выбираю радость, мир и благополучие. И я знаю, что у меня все получится. Именно эти слова, обязательно их пропишите в комментариях к этому видео для активации. Еще раз, сегодня я, ваше полное имя, обязательно с большой буквы выбираю радость, мир и благополучие. И я знаю, все у меня получится. Это важные слова, которые мы рекомендуем вам прописать и проговаривать сегодня на протяжении всего дня. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 29 марта, и сегодня тот день, который многие из нас назовут его как крайне тяжелый день. Почему? Потому что сегодня будут какие-то постоянно появляться обстоятельства, какие-то будут появляться личные проблемы, которые будут подниматься на поверхность. Также сегодня могут быть неудачи, стресс, разочарование. И вот это все достаточно остро будет ощущаться. Но очень важно помнить о том, что даже в самые тяжелые моменты важно помнить, что всегда есть способы находить свет в темноте, найти свою внутреннюю силу и преодолеть те трудности и неприятности, которые вам мешают. Кроме того, сегодня вы можете возвращаться к каким-то своим прошлым решениям, думать о том, что, возможно, вы неправильно поступили или не так вы сказали. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы оценивали свои цели, свои стратегии, пересмотрели планы на будущее. Вы должны понимать и то, что прошлое уже не вернуть, но вы можете изменить всегда свое будущее. Поэтому сегодня очень важно также обратить внимание на свои чувства, дать себе разрешение для того, чтобы вас любили. Также будьте сегодня искренними, в первую очередь перед собой. Также сегодня люди могут сталкиваться с определенными трудностями. И важно помнить, что вы не одиноки в своих переживаниях. Дело в том, что многие люди по всему миру также могут испытывать такие же чувства и эмоции. Поэтому поддержка и понимание близких людей, друзей, семьи играют очень важную роль в нашей способности справляться с трудностями и преодолевать их. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы уделили внимание своему внутреннему состоянию и заботе о себе. Поэтому постарайтесь, хоть сегодня и рабочий день, но постарайтесь заниматься тем, что принесет вам радость, удовольствие. Это может быть вечернее время, чтение любимой книги, это может быть сегодня прогулка на свежем воздухе или просто время, проведенное в одиночестве. Также сегодня очень важно, чтобы вы не забывали о здоровом образе жизни, о правильном питании, о тех физических упражнениях, которые помогут вам. И, конечно же, постарайтесь сегодня как можно раньше лечь отдыхать. Кроме того, вы должны понимать и то, что иногда тяжелые дни могут стать источником вдохновения и силы, потому что мы в такие вот моменты можем открыть в себе какие-то скрытые ресурсы и понять, что мы способны преодолевать любые препятствия на своем пути. Поэтому очень важно помнить, что трудные времена, они всегда есть, это временное явление, но с каждым днем мы можем становиться только сильнее, увереннее в своих силах, мудрее, терпеливее, и это все может поменять нашу жизнь. Поэтому, если вы сегодня чувствуете себя тяжесть на душе, не стесняйтесь выговариваться, но это должны быть те люди, которым вы доверяете, которых вы знаете, которые вас не подведут. Помните о том, потому что когда ваши враги, когда ваши недоброжелатели знают ваши минусы, они знают ваши такие вот хрупкие места и начинают
начинает этим манипулировать или вносить плохие, негативные коррективы в вашу жизнь. Давайте теперь проговорим, что же сегодня нас с вами ожидает по лунному календарю 29 марта. Сегодня у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. Сегодня у нас с вами, друзья, 19-е лунные сутки. И вот убывающая луна в знаке зодиака Скорпион подчеркивает нам интенсивность и глубину эмоций. Сегодня мы с вами будем часто встречаться с нашими внутренними демонами и с нашими скрытыми страхами. Вообще Скорпион — это знак преобразования и перерождения, поэтому этот день может принести с собой глубокие изменения и трансформации. Также одной из главных тенденций этого дня является возможность осознания и преодоления своих страхов и ограничений. Энергия убывающей Луны поддерживает процессы очищения и освобождения от негативного влияния прошлого. Поэтому обратите в этот день внимание на свои эмоции, на свое внутреннее состояние, практикуя, например, медитацию, говорите аффирмации, о которых мы и далее также поговорим. Возможно, вам нужно побыть самим собой и так далее. Также сегодня нужно быть и осторожным, потому что убывающая луна в знаке зодиака Скорпион активизирует наши темные стороны и, соответственно, вызывает конфликты и какие-то напряженные ситуации. Поэтому сегодня важно, чтобы вы сохраняли спокойствие и избегали излишней драматизации. Также будьте сегодня внимательными к своим действиям и решениям, чтобы избежать ненужных конфликтов и проблем. Еще раз обращаем ваше внимание, что сегодняшний день очень важен для каждого человека, поэтому подумайте о том, как вы можете изменить свою жизнь, преобразовать. Не обязательно должно быть что-то прямо кардинально сделанное за 1 минуту или за полдня. Нет, но вы сегодня уже можете об этом подумать. Помните о том, что любая наша мысль, она обретает энергию, и если мы ее развиваем, то, соответственно, мы можем и изменить что-либо в нашей жизни. И вот ваша задача — это сделать. У вас обязательно все это получится. Также избегайте сегодня ненужных конфликтов, проблем, ссор. Люди сегодня будут идти, ругаться, скандалить. При этом могут проявляться такие ситуации, когда бы вы даже не подумали о том, что человек может вот так вот скандалить и выяснять отношения. Также обращаем ваше внимание, что постарайтесь сегодня любые конфликты решать мирным и конструктивным путем. Конечно, насколько это возможно. Теперь давайте поговорим, а что же мы будем ожидать от лунного календаря здоровья. Вообще, вы знаете, убывающая луна в знаке зодиака Скорпион подчеркивает нам необходимость очищения и преобразования. Это день, когда мы с вами можем более эффективно избавляться от своих старых негативных привычек. Также мы можем сегодня избавляться при этом от токсичности, которая связана как физически, так и эмоционально. Также важно сегодня использовать это время для очищения нашего организма, например, детоксикация или питание, богатое именно питательными веществами. Также убывающая луна в знаке зодиака Скорпион акцентирует внимание на наших эмоциональных состояниях и на нашей внутренней блокировке. Поэтому сегодня очень важно практиковать медитацию, йогу, другие способы релаксации, очень важно, чтобы вы освободились от стресса, от напряжения, который со временем может, и когда он аккумулируется, он может негативно сказываться на вашем здоровье. Также будьте осторожными и с эмоциональными перегрузками сегодня, потому что Луна, как мы уже сказали, в Скорпионе может активизировать наши скрытые страхи, темные стороны, а это может приводить к повышенной чувствительности и уязвимости. Поэтому сегодня очень важно научиться управлять своими эмоциями, это и обращаться за помощью, если это, конечно, необходимо. Также сегодня обратите внимание на упражнения и занятия спортом, потому что физическая активность поможет вам улучшить ваше кровообращение, укрепить иммунную систему и повысить общий тонус организма. Также стоит уделить внимание здоровому питанию, избегая излишеств и употребляя пищу, которая будет богата витаминами и минералами. Теперь давайте поговорим о лунном календаре денег на 29 марта. Вообще убывающая луна в Скорпионе, она призывает нас
к осознанности и глубокому преобразованию в финансовой сфере. Это время, когда мы с вами можем более эффективно избавляться от ненужных расходов, от тех долгов, которые мы накопили за какой-то период, а также очищать свои финансовые потоки от токсичности. Также сегодня очень важно пересматривать свои финансовые стратегии и планировать будущие инвестиции. Также будьте осторожными сегодня с большими какими-то покупками, это можете поспешить. Кроме того, сегодня, ввиду того, что у нас Луна в знаке зодиака Скорпион, а это, как мы уже сказали ранее, выявляет наши скрытые страхи, негативные убеждения относительно денег. Поэтому это может привести к каким-то необдуманным решениям и потере контроля над своими деньгами. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня, 29 марта, сохраняли ясность ума и разумный был подход к любым вашим финансовым решениям. Также сегодня избегайте рискованных сделок и всевозможных спекуляций, потому что это ни к чему не приведет. В то же время убывающая Луна в Скорпионе может помочь нам обнаружить новые источники дохода и новые возможности для финансового роста. Поэтому мы сегодня сможем с вами, друзья, более глубоко проникнуть в свои эмоциональные, свои энергетические потребности, что может привести нас к новым идеям, к новым стратегиям в области заработка денег. Поэтому сегодня очень хорошо практиковать денежные аффирмации. Также вы можете сегодня визуализировать свои финансовые цели. Также старайтесь установить ясные намерения на достижение успеха и изобилия в области денег. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорят карты Таро на 29 марта. Итак, друзья, выпала карта на этот день «Колесо фортуны». Дело в том, что этот день – это период изменений и переосмысления для многих людей. Кроме того, сегодня мы с вами можем сталкиваться с какими-то внезапными поворотами событий или какими-то неожиданностями, которые будут требовать от нас принятия решительных действий. Кроме того, карта «Колесо фортуны» представляет собой, знаете, такую вот нестабильность, неопределенность, и это будет все влиять на нас. Но очень важно, чтобы вы воспользовались своими ресурсами, чтобы повернуть колесо удачи в свою пользу. Кроме того, эта карта говорит о том, что у нас сегодня может быть какое-то вдохновение, которое нас вдохновит на принятие риска, на какие-то осмысленные шаги и на открытие новых горизонтов. Также эта карта призывает нас оставаться гибкими и открытыми к изменениям. Это очень важно. Это поможет принести вам новые возможности и благополучие. Теперь давайте посмотрим, какой же нам дает совет Архангел Михаил на этот день, 29 марта. Вы знаете, Архангел Михаил нас призывает быть сильными и решительными в своих усилиях. И также нам Архангел говорит о том, что каждый из нас обладает внутренней силой, обладает мудростью, чтобы преодолеть любые испытания. Поэтому очень важно, чтобы вы доверились своей интуиции и верили в себя. Кроме того, вы всегда можете обратиться к высшим силам, вы всегда можете попросить помощи для того, чтобы вас направили на путь истины и благополучия. И помните о том, что высшие силы, это и ангел-хранитель, это Архангел Михаил, это высшие силы, они всегда с нами, и они сопровождают нас каждый день и всегда. Поэтому ваша задача сегодня, если вы чувствуете, что у вас какие-то есть проблемы, вы не знаете, как, что вам делать и так далее, то в таком случае вот просто закройте глаза своими мыслями, проговорите то, что вам не хватает, или то, что бы вам нужно. И вы знаете, это придет. Главное – это верить на уровне сердца. Это очень важно. Кроме того, если вы сегодня чувствуете, что вам тяжело, у вас какая-то тяжесть на душе, вам не хватает воздуха, может быть так, что сегодня вот просто у вас неудачный день, тогда сегодня в любое время вы можете провести следующую практику. Эту практику вы можете делать и дома, и на работе, если вы в командировке, в дороге. Главное, откройте форточку или окно и скажите следующие важные слова. Свет внутри меня преображает
мой мир. Я освобождаюсь от тяжести прошлого и приветствую радость настоящего момента. С каждым вдохом я впускаю светлое будущее в свою жизнь. Вот эти слова вы искренне произнесли, поблагодарили высшие силы, ангела-хранителя за те блага, которые у вас есть, и идете заниматься своими делами. Вы увидите, как вот та ситуация, в которой вы оказались, или что-то у вас было не так, как она уйдет, исчезнет и испарится. Обращаем ваше внимание, что эти слова мы оставим в описании к этому видео, и каждый из вас может переписать или сделать скрин, или выучить эти слова, которые именно предназначены для 29 марта, потому что сегодня энергии, вибрации этого дня вот именно сосредоточены в этих словах. Поэтому произносите даже вот просто сейчас, после окончания этого видео, просто скажите эти слова, напишите их в комментариях для того, чтобы вам стало намного лучше. Когда вы проводите практики, когда вы постоянно практикуете, вы увидите со временем, как ваша жизнь начнет меняться, потому что у вас будут появляться возможности, люди, события, знаки, подсказки, которые вы никак не сможете игнорировать. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Таким образом, между нами происходит энергообмен, а в комментарии обязательно пропишите следующую важную фразу, которая звучит следующим образом. Сегодня я, ваше полное имя, выбираю радость, мир и благополучие. И я знаю, у меня все получится. Истинно да будет так. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.